День сегодня был тяжелый. Собирались очень долго, упорно. Наконец собрались. Поработали, собрались. Собрались и выезжаем. Александр, тоже готов? Саша, привет. Привет. Вопрос такой, кем ты работаешь? Работаем в стоматологии, оказываем, в принципе, полный спектр услуг. В общем, стараемся дарить пациентам улыбки. Готовы? Погода нас неизвестно какая ждет. Ну, надеемся. Саня у нас оптимистично настроен, он там ни разу не был. Я уже был не один раз, знаю, что это такое. Поэтому я слегка чуть менее спокоен, чем Саня. Блин, я на Ергаках-то был, но вообще я понимаю, что мы попадаем в жопу, по крайней мере, на завтра. Ладно, двигаем. Ну вот, каких-то 9 часов по пустынным ночным дорогам Хакасии. И мы перед воротами Ергак. Сейчас мы на смотровой площадке. И буквально до базы, с которой мы будем стартовать, пешим маршрутом до Зуба Дракона. Зуба Дракона. Кстати, он отсюда виден. Вон. Там где-то торчит он. Короче, ехать нам осталось совсем немного. И дальше целый день пешего туризма по прекрасным Ергакам. Кто не был, айда с нами. Как давно ты занимаешься прыжками в вингсьюте и что привело тебя вообще в этот вид спорта? Как ты начинал? Сразу не начинают прыгать в вингсьюте. Сначала нужно пройти программу EFF, где ты становишься самостоятельным парашютистом, и в дальнейшем тебе нужно будет напрыгать 200 прыжков, и только тогда у тебя появляется возможность одеть вингсьют начального уровня маленький, с маленькими крыльями, и начинается твое обучение уже. Саша, как тебе погода? Погода стоит хорошая, вообще прям позитивненько. Надеюсь, что пойдем по суху, и завтра нас ждет то же самое. Это будет означать, что мы приехали в очень удачное время, и возможно, мы даже прыгнем. Добрались мы до визит-центра, и если вы собираетесь куда-то в горы, в Ергаках, даже если вы идете просто прогуляться на висячий камень, обязательно надо отметиться. МЧС здесь собирает списки и в случае невыхода людей своевременно отправляют спасательные экспедиции, чтобы найти тех, кто потерялся. Вопрос, отметимся или не отметимся? 9 часов. Ваше предложение? Напишем записку. Точно, можно вставить записку в дверь. Вот такой выход решили сделать. Может, сверху, сюда вот. Ну все, погнали. Полседьмого. Короче, не договорил. Длина маршрута составляет до Зуба Дракона 12 километров. Первая точка остановки у нас сейчас случилась, это озеро Светлое. До него мы добежали, или доползли, как правильнее сказать, за час 45. Учитывая то, что это были за спиной 20 и 30 килограммовые рюкзаки, в принципе, я думаю, нормально. Со штурмовым рюкзачком, с перекусом и дождевиком это было бы просто шикарная прогулка в одно удовольствие. Ну, хотя и так удовольствие получили. Все сказано, подтверждаю, так и есть. Про прелести этой сказочной тропы, которая идет от базы Тушканчик до озера Светлого, я даже не буду рассказывать. Это вы уже сами, когда пойдете, поймете. Воздух дышишь, не надышишься. Хочется дышать и дышать еще. Просто хвоя,
свежий воздух, он настолько пропитан влагой и кислородом. Во. А посмотрите вон туда. Там виднеется пик Звездный. Что-то еще. И, собственно говоря, вот оно, озеро Светлое. Ну разве это не сказка? А нам пора двигать дальше. Еще остается 7 километров. Следующая остановка через 3 километра на перевале с пикантным названием Пикантный. Сейчас минут 15 пройдем, будет связь. Можно позвонить будет. Мы тут в 9 утра идем, шумим. Я думал, никого нет, оказывается, здесь даже люди есть, хоть и пятница. Доброе утро. Доброе. Никого нет, все разошлись. Все разбежались, а? Как погода у вас? Так же, как и у вас. Это точно. У нас завтрак. Приятного аппетита. Расстояние от базы Тушканчик до озера Светлого составило 5 километров. Высота набора около 300 метров, достаточно пологого, спокойного подъема. Ну, может быть, не 300, если я ошибаюсь, поправьте меня в комментариях. Регулярные прыжки – это достаточно дорогое удовольствие. И, насколько я знаю, ты каждую неделю мотался в Танай для того, чтобы посещать дроп-зону и осуществлять все свои задумки в этом плане, как-то совершенствоваться. Вообще, была ли финансовая составляющая для тебя проблемой в этом деле? Я пребывал в недоумении, кто эти все люди и чем они занимаются, что могут позволить себе такое увлечение. В дальнейшем, конечно, траты сокращались, потому что это в начале, в самом начале твоего пути это дорого. Дорого, а потом типа привыкаешь. Было большое удивление, поскольку приходилось тратить значительную сумму, там порядка 30-40 тысяч за уикенд. В дальнейшем, конечно, это все сократилось до трат только прыжков, но в самом начале, да, у тебя очень большие расходы и приходилось оптимизироваться на работе, проникать в сферы деятельности, откусывать там, заново чему-то учиться, то есть увеличить, ну, скажем так, свой бюджет на прыжки. Увлечение мое способствовало этому, я до сих пор пожинаю эти плоды, то, что тогда я сделал, и довольно комфортно сейчас себя чувствую. Ну вот вроде правильно идем. Тут тропки ветвятся, попали мы в лагерь красноярцев, вольный город. И один из горожан показал нам любезно, куда идет дальше тропа, куда нам нужно двигаться. Поэтому двигаемся дальше. Зуб дракона. Зуб даю. Да, 30 килограмм это не 20. Даже в самой глуши для любителей потрещать по телефону есть специальные указатели, где можно гарантированно найти сотовую связь. Вот они. Не хватает трубки, так бы. Алло, снял и позвонил. До самого зуба дракона тропа помечена специальными маркерами. Белый, синий, белый – это наш цвет. Поэтому заблудиться на этой тропе достаточно проблематично. Нужно быть совершенно невнимательным, чтобы сбиться с пути и упердолить куда-нибудь в ебеня. Поэтому будьте внимательны. Пока как мы. Дорожка идет, идет. И вот мы подошли к самой интересной части нашего пути, когда в попе будет шевелиться все от каждого шороха. Ну, мы подготовились, взяли с собой всякие прибамбасы, про которые я рассказывал в одном из видео про покорение Москвы. Можете посмотреть его. Поэтому будем надеяться, что мы не станем завтраком или ужином этих грозных сибирских хищников.
Зато мы сейчас выйдем и увидим нашу финишную черту практически. Саша идет, посвистывает, призывает медведей. Добрались мы до озера Золотарное. Вон оно уже виднеется впереди. Ой, бляха. Тут пошел достаточно крутой спуск. Сейчас главное не эбануться. У нас будет пикантно с той стороны очень крутой спуск. То есть еще более крутой спуск нам предстоит. Поэтому это еще детский лепет. Но погода благоприятствует. С погодой нам сегодня прямо повезло, потому что по прогнозу погоды еще с середины недели заявляли, что пятница будет весь день дождь. И идти нам пришлось бы под дождем. Но сегодня, как вы видите, пока еще светит солнце, хотя тучки, конечно, и натягивает. Возможно, дождик пройдет, но я думаю, это будет недолговременный высер природы. И мы останемся довольны и, может быть, даже не очень мокры. И вот они, наконец. Наконец их много. Знаменитые Ергакские жарки. Их тут действительно много. Бывает еще больше. Но смотрится это просто сказочно, согласитесь? Эй, уходи, злой медведь! При подходе к озеру Золотарному тропа превращается вот в такую шляпу. Короче, спустились мы в затяжной спуск, прошли по болотистой части тропы. Озеро Золотарное у нас вот за этим пупырьком, а вон там буквой В. Это и есть, нижняя часть, это и есть перевал Пикантный. И нам наш путь сейчас лежит прямо туда. То есть там мы переваливаем, спускаемся и подходим к подножию Зуба Дракона. Это план минимум на сегодня. И вот обещанный дождь все-таки начался. Перевал вообще практически на глазах. Надуло огромную черную тучу. И сейчас здесь будет ад. Ядрический ливень, наверное. Надеюсь, нас не смоет. Короче, прошли мы озеро Золотарное. Все практически. Вот оно осталось у нас сбоку. Дальше у нас дорога идет вон на тот наш перевал. Но там все затянуто. Мы тоже здесь попали под дождь, под всякую хрень. Ну, но в конечном итоге нашли отличную кухню себе. Сейчас покажу. Вот так вот, красота, да, обустроились там. И горелочку поставили, тихо, хорошо, сухо. Вскипятили чаечек. Тут у нас вот постоянно солнышко сейчас проскакивает. Здесь, по крайней мере, дождь закончился, периодически брызгает, ну, всякая фигня. Короче, немножко ждем, все рассасывается, а мы заодно отдохнем. Все подтверждает, так и есть. Да, вспомнил, почему я не показал ни дождь, ничего, что у нас было по пути. Потому что батарейки, китайские батарейки на GoPro все сдохли очень быстро. А родная всего одна. Надо менять батарейки. Но хочется сказать отдельное спасибо Кренделю Евгению, который предоставил мне такой замечательный прибор. Это бустер. Вот эта штуковина. На нее сейчас вся надежда. То, что и дрон, может быть, все-таки придется дозаряжать с нее. И GoPro уже заряжается. Ну вот, обещанные эпичные кадры. Дождик снова разошелся. Мокро, холодно и неуютно. Ноги промокшие, дров там нет. Будем сушиться в палатке, как получится. Были ли у тебя травмы во время твоих занятий вингсютом и парашютным спортом? Да, у меня была травма, случилась в конце сезона. В начале своей бейс-карьере неудачная травма на приземлении была. И я в итоге ходил с опорой на костыли 2 месяца, но зато потом мы с женой уехали в Китай восстанавливаться. Оттуда перебрались в Малайзию, потом на Бали, там целый Новый год и далее. То есть к следующему сезону я хорошо восстановился и комфортно себя чувствовал, начал прыжки, как ни в чем не бывало. Короче,
Ненастье усилилось, в конечном итоге спаслись мы под очередной скалой. Сейчас пережидаем. Все затянуло, там вообще жопа. Ноги мокрые, говнище, тапки мокрые, рюкзаки мокрые, но будем надеяться, что внутри сухие. Подтверждаю, все так и есть. Ну сейчас не капает. Короче, час просидели под дождем, под этими импровизированными навесиками. Разведали новое место, где можно сидеть под дождем более комфортно. Пойдем сейчас вон под ту скалу, там есть дрова, может быть. Там вообще поинтереснее, да? Да, да, там вообще красиво. Облака какие. Ой. Может быть, мы выспим сегодня. Заебунели, намокли. Сейчас попробуем разжечь костер. Ему надо через газ. Через газ. Ну сейчас попробую зажигалка, если не загорится. Ну что, костер разгорелся, стало значительно теплее и уютней. Но и солнышко уже начало появляться, так что, в принципе, все сложилось в один прекрасный пазл. Так что, наверное, скоро пойдем, да? Подтверждаю. Скоро пойдем. Обсохли, согрелись, короче, это самое надо валить до ночи, чтобы попасть на перевал. Перевал наш вон там, вы уже знаете. И мы туда прямо выбегаем. Надеюсь, забежим. Погнали. Ну что же, друзья, наконец-то мы поднялись на перевал. Пикантный. Он полностью оправдывает свое название. И пикантность его заключается в том, что на каждого пешехода выливается огромное количество осадков за непродолжительное время. Сейчас подойдем к провалу. О, так это что за озера? Ух ты! Зуб где-то вон там. То есть мы спускаемся сейчас, встаем на ночевку, отдыхаем, набираемся сил. И потом поднимаемся на зуб. И Саша оттуда летит. А мы, обезьянки, посмотрим. И посмотрите, какой нам предстоит спуск. Охренеть. На самой горе, что там будет. Это вот туда, вот так вот, низко, круто. Ну, ориентировочно. Хорошо. Нормально дошли. А потом, соответственно, и подъем. Ага-га! Слыхали, какое эхо? Что-то спуск здесь грустноват, прямо скажем. Спуск оказался нетривиальным. Надо было идти левее по камням. В принципе, они относительно сухие, по крайней мере. А тут у нас много было вот такого. И вот последний участок, который сейчас надо преодолеть каким-то образом и не уехать до низу. Давай, с рюкзаком здесь точно не слезет. Держи палки. В итоге дошли мы до цели нашего путешествия. Получилось 12 часов. Охренеть. Подвисли мы немножко, во-первых, на озере Золотарском, где нас дождем накрыло. Саш, бытует расхожее мнение, что экстремалы вообще, а бейсеры и вингсютеры в первую очередь как бы латентные суицидники скрытые, да? То есть, что ты думаешь по этому поводу? Честно говоря, я не думал об этом, потому что мы используем парашют, значит, у нас не стоит цели распрощаться с жизнью. То есть, честно говоря, я не думаю об этом. Я, наоборот, делаю все, чтобы оставаться в живых. И дальше наслаждаться прыжками и целым жизнью. А почему такое мнение вообще в народе сложилось, как ты думаешь?
Почему люди так думают? Ну, видимо, среда такая у людей. Возможно, неправильное представление, поверхностное представление об этой активности. Вот и все. На спуске с перевала Пикантный мы, наверное, часа 2 спускались, да? Ну, что там, ну, видишь, из-за языков. Снежные языки, которые еще не сошли, поменяли весь маршрут и усложнили, и проэкстремалили его прям вообще. Фух, сил нету, короче, даже посмотреть. Вот зуб дракона, вот он. Говорят, 400 метров, что ли, надо будет мерить. Все. Всем спасибо, всем свободны. До завтра. Все, завтра прыгаем. Ну, погода, если будет, прыгаем. Надо только подняться еще, завтра. Ну так давайте делать гречку, и радоваться жизни. Согласен. Суббота, уже не раннее утро. Ранним утром вылазить из палатки не хотелось. Облако, зацепившееся за зуб дракона, ушло только в 8 утра. А что думают по поводу твоего увлечения родственники, родные? Ну, у меня старший брат, он пилот самолета, и в принципе нормально. Мы на выходных, я, значит, уезжаю на прыжки, он уезжает на аэродром, мы в конце выходных или там в понедельник обмениваемся, кто что сделал, где кто прыгнул, кто как полетал, куда слетал. Утренние прыжки у нас не состоялись, поэтому сейчас 6 часов мы ждем, в надежде на то, что нас здесь не зальет в очередной раз. И после этого выдвигаемся на зуб дракона для того, чтобы совершить то, ради чего мы здесь находимся. Вот. Ну а пока чилим, отдыхаем, заряжаемся. Восстанавливаемся. Да, зализываем раны. 4 в 5 пойдем идти пару часов, наверное, и уже там наверху будем ждать. В общем, вечер, утро мудренее. Совсем рядом с нашим лагерем, где мы встали, находятся цветные озера. Очень красивые. Сейчас, конечно, немножко пасмурно, но посмотрите туда, вдалеке виднеются скалы, которые подсвечены солнцем. И иргаки прекрасные в любое время. Пасмурно, солнечно, все по-своему. А вода здесь просто выглядит очень красиво, камни. Так вот, предлагаю вот так обойти, давай, аккуратно. Вот на эти камешки. Пойдем прогуляемся. Да? Да, ляпота. А нам надо вон туда. Вон там скала какая-то, не знаю, Буратино, я бы так ее назвал, может она так и называется. Вот эти горушки, все метров 400 плюс. Вот, зуб дракона вчера померили, отсюда от низу до верху 467 метров получилось, на дроне поднялись. Кажется, дождик собирается. Кажется, дождик собирается. Закапал уже, сука. Помпы идти прикольно, ноги проваливаются мягенько.
Ну вот и дождик нас все-таки настал, застал, простал. В палатке хорошо сидеть. Слышно все. Саша, как носки запах добавляют колоритность? А я здесь приоткрыл форточку, мне хорошо. У меня дождиком пахнет. В общем и целом можно сказать, что синоптики в конечном итоге не напутали. На пятницу обещали много дождя, его было много. На субботу обещали чуть-чуть дождя, его было чуть-чуть. Сейчас распогодилось, солнышко, тепло, просто кайф. Можно раздеваться, загорать, наверное, этим сейчас и займемся. И остается у нас пара часов до выхода. А вы пока наслаждайтесь природой. Буквально в 100 метрах от нашего лагеря течет ручей из озера Цветного и обеспечивает нас кристально чистой горной питьевой водой. Запасов воды у нас много. Саша устанавливает ветроуказатель для того, чтобы можно было сориентироваться на подсадке, в каком направлении сделать правильный заход. Все получилось? Самодельный, из палок и бинта. Должен помочь. Недавно ты женился. Повлияла ли семейная жизнь на твое увлечение? Как твоя женщина относится к нему? Разделяет ли она его? Нет, не повлияло, потому что я с женой познакомился, когда как раз на тренировках мы прыгали, занимались роуп-джампингом и, значит, тренировали отделение безвоздушного потока. И она там тоже была, и это и была наша первая встреча, то есть мы встретились под мостом, оба прыгали. В дальнейшем она уже прыгнула с парашютом, тоже съездила со мной на Танай, в тандеме спрыгнула. Она всегда постоянно со мной, это наземная группа, она хорошо разбирается уже в погоде, мы общаемся с ней, когда я там стартую, она на земле говорит мне, какое направление ветра, сила ветра и вообще какие-то водные мне дает. И бывает такое, что она, например, может сказать, что у тебя в ближайшие 2 дня нет погоды, и мы там идем гулять или куда-то едем, например, отдыхать. Я ей доверяю. Что это за мешочек, Саша? Это вытяжной парашют, или еще называют его медузой. Он помогает раскрыться основному парашюту. От него зависит очень многое. От размера, того, как он уложен. Ну, задание на прыжок. Немного набрали сырости, решил подсушить, потом уложил уже основать. Вот и настало время Че, настало время нашего выхода к нашей цели на зуб дракона. Саша уже собрался. Перед нами прошла первая за все это время туристическая группа радиальщиков. По дороге, возможно, мы их обгоним, но это не точно. Выдвигаемся и надеемся на то, что дождь, который сегодня много раз прошел, больше нас не побеспокоит. Вспоминается тема Айболита. А горы все выше, а горы все круче, а горы уходят под самые тучи. Потихоньку, помаленьку подошли к первым скалам. С зеленки, собственно говоря, там сейчас пройти, и мы выходим на гребень уже. Виды открываются отличные, солнышко. Дождик пошел грибной. Хватаемся левой рукой, вот видите, я могу висеть. Ставим ногу сюда, хватаемся правой рукой, то есть вот ты держишь себя. Поднимаешь ногу сюда,
Левой рукой хватаешься и вытягиваешься. Все очень легко и просто. Сзади будет пацан. Видишь, какой он похож? Где можно у вас взять копию этого фильма веселого? Чистые? Прекрасно. Здорово. Солнце. Вообще погода распогодилась, ну. Первый раз вы здесь? Я первый, он здесь уже ходил много раз. Все-таки хоть и причисляем себя к пенсионерам, группу пришлось немножко обойти, потому что на подъеме, там где кусочек лазания небольшой, все замедлились сильно. Ну а я чувствую себя вообще старикашкой. Саша даже не запыхался, походу, да, Саша? Ну, конечно. Конечно, запыхался. Очередной сложный участок подъема. Ну, точнее, он технически-то не сложный, но когда с рюкзаком и Вот здесь, Сань, прям можно браться. и с мешающими палками, то это бывает неудобно. Вот здесь вот так вот, смотри. А вот парабола видно. Левая часть. Ну вот мы практически поднялись на вершину. Самая сложная часть подъема почти завершена. Дальше там по плоскогорью уже с легким набором идем непосредственно до самого зуба дракона. И отдыхаем идем. 45 минут на эту половинку пути. И еще столько же сейчас наверх. Сейчас у нас остается последний подъем, немного более крутой, чем до этого шлось. И потом проход вон в ту маленькую дырку или окошечко, как его назвать лучше. Вот. После чего уже по самому хребту мы идем до самого зуба. Последний бастион перед прямой до зуба. Проходится легко. Но вот этот рюкзачок меня, вернее чемоданчик, подзадолбал. С плеча на плечо приходится перекидывать и совершенно неудобно. Штурмовой рюкзачок бы не помешал, но что-то тащить его с собой было так лениво. А вот, собственно говоря, и зуб дракона. Тут уже финишная прямая. Саша уже вон разогнался, чтобы осмотреться успеть. Сколько раз ты уже прыгал с зуба дракона? Третий раз. 3 раза прыгал, да. Но на самом по себе ценности к прыжкам не представляет. Ну, можно потренировать там отделение прыгнуть, потому что высота небольшая, 460 метров. Достаточно сложная локация в плане подхода. Дикое место, нужно идти около 12 часов в хорошем таком темпе, с рюкзаком, с большим. Вышел практически на гребень, и здесь просто захватывает дух. Стенки практически вертикальные, а там, где зуб, вообще отрицаловка. Фух! Жутко страшно и прекрасно, конечно, вообще. Ергаки, как говорится, здесь до самых красивых мест везде рукой подать, но ногами ходить не переходить. Только что я был вот на той скале. А сюда даже заглядывать страшно. Просто жесть. Цветное озеро. И вон, не знаю, видно вам отсюда или нет, оранжевенькая точка. Это наша палаточка там внизу ютится. Середина июня, снег еще не растаял. Все равно это горы. И если подойти сюда поближе, можно уехать туда вниз. А так, снежочек. Хорошо.
Да, Саня забрался. Поднялись. Сколько времени, Саш? Час 45. В палатке. Как это вообще считается? Ну, короче, молодцы, нормально зашли. Все хорошо. Ергаки там, ергаки там. Ергаки вокруг нас. Ергаки вокруг нас. Наверху поддувает ветерочек. Честно говоря, дух захватывает от таких видов. Это пипец. Здесь стоять без парашюта крайне некомфортно. Ну, по крайней мере, мне. Если посмотреть отсюда вокруг, то создается впечатление, что за нами находится огромный гигантский кратер, как будто сюда упал какой-то невообразимых размеров метеорит. И все это таким образом потом вылетело прямо из скальных пород и оставило такую огромную воронку. Ну, это не моя мысль, это Саша заметил в первый раз, так сказал. Либо вулкан, может, какой-то был, не знаю. Вообще красиво. Почему именно зуб дракона? Чем он тебя привлек? Ну, это домашняя локация, она достаточно от города, скажем так, с Красноярска до точки 600 километров, то есть 5 часов на машине, 12 часов пешком, и, пожалуйста, можно прыгать. Ну, потренировать старты, например, если это прыжки винсюта, либо без винсюта можно прыгнуть. Что тоже, ну, я без винсюта не прыгаю, в принципе, мне не нравится, кроме как винсют, другие виды прыжка, поэтому так вот. А вот впереди и лидер туристической группы, которую мы чуть раньше немножко обогнали. Практически не отстали от нас, несмотря на то, что достаточно многочисленная группа. Еще немножко. Что за древние символы? И снова здравствуйте. Добрый день. Как вам подъем? Потрясающе. Других слов нету. Была я тут однажды лет 10 назад. Вот. Очень интересно, что поменялось. Какие перемены за 10 лет произошли? Скажем так, есть вещи вечные, а есть переменные. Перемены скорее здесь, чем снаружи. Мы это сделали, давайте, можно крикнуть. Я вас жду. Ну сюда руку, там есть. Про то, что Сашин рюкзак весит почти на 10 килограмм больше, я уже говорил раньше в ролике. И вот почему. Потому что, помимо всего прочего, средств жизнеобеспечения, скажем так, он тащил с собой непосредственно свою систему. Что-то пока мы ждали, ветер вместо того, чтобы уменьшаться, начал усиливаться. Стало холодать. Ну, холод это не самое главное, конечно же, ветер. Подумали. Саша предлагает пробовать завтра. Завтра с утра обещают штиль. То есть он второй раз сюда подымется. Я, скорее всего, уже не пойду. Вот. И тогда у нас все получится. Фух. Сегодня на ужин у нас тушенка и гречка. Ну, может быть, чаек там всякий. Короче, сегодня у нас прыжок не состоялся, потому что ветер наверху был достаточно сильный. И ждать уже было нельзя, чтобы успеть спуститься мне уже посветло. Но на завтра, на утро прогноз еще более оптимистичный, поэтому я думаю, все у нас получится.
Воскресенье, 4 утра. Саша готовится снова штурмовать зуб дракона. А я готовлюсь еще часик поспать. Погода благоприятствует. Пока что идеальные условия, штиль. Надеюсь, что все получится. 6 утра. Я стою уже на изготовке. Саша уже поднялся наверх. То есть время его подъема составило 1,5 часа. Площадка, прием. Площадка слушает. Сань, ну ветер тут сильноватый. Как понял? Понял. А прыгать не будешь? Пока ожидаю. Ну, пока вешу, минутки есть, там минуток 5-7. Ну, я на тебя уже не ориентируюсь, я по готовности. Принял. Ready, set, go. Это не ты меня, это я тебя поздравляю. А у тебя все в эти кончились батарейки? У меня кончились батарейки, я на этот самый маленько еще подзаряжаю, дожимаю, может что-то дожмется. В каких местах тебе довелось прыгать, кроме зуба дракона, и какие места, по-твоему, наиболее привлекательны для этих целей? Ну, самое привлекательное — это мекка бейсджампинга, это долина Лаутербрунн в Швейцарии. Там совершаются десятки тысяч прыжков, куда бейсеры приезжают со всего света, чтобы обильно попрыгать. Она расположена, долина, на небольшой высоте, и там круглый год всегда очень хорошая погода. Там у нас активно развивается Кавказ, это Ингушетия, Осетия, Кабардино-Балкария. Ездим туда, там прыгаем. Вот сейчас собираюсь, буквально на следующей неделе стартую на Кавказ. Саша, ну вот, завершился этот прыжок. Какие впечатления у тебя? Вполне положительные. Были небольшие там наверху погодные условия. Порывистый ветер такой задувал. Приходилось выходить. По-моему, 2-3 раза выходил. Ждал затишья. Стоять приходилось. В Пятисюте стоишь не очень удобно. Там на таком маленьком камешке 2 ногами надо стоять на самом камешке. Ноги затекает. Приходилось 2-3 раза отходить. Все, как только затишье поймал, дал себе команду, ready, set, go, и все, приземлился. Сам как считаешь, оно того стоит, вот идти в такую даль ради одного прыжка? Ну, это сегодня получилось у нас так. Во-первых, еще рановато в Эргаке сюда. А вообще 467, да, мы насчитали, метров. Можно вполне пару прыжков делать, тренировать старты здесь, витсют старты. Почему нет? Я очень доволен. Впереди еще не менее увлекательный трекинг. Планируем, наверное, со всем шматьем часов за 8 дойти до машины. У нас рюкзаки по 20, и сколько там килограмм, даже больше есть. На позитиве выйдем. Ну вот и завершился наш проект. Сегодня у нас задача только выйти обратно. И надеюсь, мы уложимся в заданное время и пройдем без приключений. Время 8:50. Все, мы собраны. Присядем на дорожку. Ни хера себе, блядь. Первую часть ребуса
До перевала Пикантный преодолели лучше, чем вчера, по-моему. Красота. Сейчас предстоит Пикантный. Только мы пойдем уже не рядом с этим снежным языком, а значительно правее, местами там так. Ну не сильно, ну то есть там где камни есть. И будет намного веселее. Какие рекомендации ты можешь дать желающим начать попробовать, вообще приобщиться к этому виду спорта, начать прыгать? В первую очередь нужно посмотреть, есть ли у вас дроп-зона поблизости, и попытаться прыгнуть там тандем с тандем-мастером. Это примерно 4, в зависимости от дроп-зоны, от 2,5 до 4 километров могут поднять и совершить прыжок. И уже после этого принимать какие-то решения. Туча сместилась в сторону, проход пока чистый вообще. Может, пробежим. А там под тучей только что громыхало уже несколько раз. И притом так знатно. Короче, локальные грозы фигачат. Надеюсь, не попадем мы под них. Передаю всем привет. Идем домой. Погода хорошая, настроение хорошее. Сейчас будем пить чай, батончики есть. А для тех, кто все еще продолжает нас смотреть, та-дам! Мы вышли к нашему автомобилю на базе Тушканчик в 5 часов. В 5 часов 6 минут. Итого время в пути у нас составило 8 часов и 6 минут на этот 12-километровый маршрут от подножия Зуба Дракона до базы Тушканчик. А много это или мало, решать вам, дорогие зрители. Поэтому, если поддерживаете и считаете, что норм, ставим лайк. Или дизлайк, если считаете, что это был черепаший темп. Саша, а ты как считаешь? Ну что, все хорошо, все живы, здоровы, пришли. Сейчас едем по домам, и там ждут следующие проекты, которые нужно воплотить. Поехали. Да. Покажу только людям ноги туриста-курильщика. Это ноги туриста-курильщика. Ну и заключительный вопрос. Каких высот ты хочешь достичь в этом виде спорта? И вообще какие планы на будущее, там, на ближайшее и в дальнейшем? На самом деле вид такая активность, что больше прыгаешь для себя и получать удовольствие от прыжков, потому что бейсджампинг это не только прыжки, это еще поход в горы, это красивые восхождения, красивые виды. Кто-то там в горы любит ходить, в трекинге, кто-то с аквалангом ныряет, кто-то на велосипеде катается. Ну, у меня вот прыжки в горах. Моя маленькая страсть. Это все еще ноги туриста-курильщика. А вот ноги здорового туриста, который не курит и ходит в сухих ботинках. И в белых носках, как на праздник. Ну и все, а теперь нас ждет дорога назад в славный город Красноярск. Ведь завтра же на работу. Поэтому до новых встреч, теперь уже точно. Пока.